14 ноября, утро. Вон там есть вроде как бейсбольное поле или еще какое-то. А я тут под пальмой расположился. Это я не знаю, что за открытая площадка. Ну а здесь так, парк общего назначения. Вчера проехал 104 километра. Хотел проехать еще, но потом вспомнил, что здесь в Каное есть музей авиации при авиабазе. И хотелось бы его посетить. Поэтому летающая лодка, гидроплан, бомбардировщик Второй мировой. Он здоровенный, что в кадр не влазит. Летающая лодка. Принята на вооружение в 1942, а это единственный в мире сохранившийся экземпляр. Блин, какой он огромный. Двигатели самолетов Второй мировой. А это торпеды. Что я здесь понимаю? Да ничего тут не понимаю. Еще одна летающая лодка. На этот раз спасательная. 60-х годов производства. Тоже огромный. Написано, что пожалуйста, заходите свободно. И никого. Я сегодня тут один. Охайо гозаимасу. Сегодня весь музей мой. Я тут единственный посетитель. Меня там в кинозале прокрутили краткий обзорный ролик, о чем этот музей, где что находится. Ну и сейчас будем смотреть. Здесь в центре находится истребитель времен Второй мировой. Вот его подняли и восстановили. Офицерские мундиры, холодное оружие, форменная одежда, флаги всевозможные, знамена, парашюты, оружие бортовое, посуда, награды, еще награды, вот знаки отличия, самолетная техника, компоненты, винт деревянный клееный, это зерошка, мы поднимемся, даже кабина. Все как в жизни, все настоящее. И еще немного продолжения на первом этаже. Уже более современная техника, вооружение, двигатели, рабочее место радиста. Сюда можно зайти, примерить шлем. Поехали. И вертолет. Вертолет С-61А. Тоже можно зайти. Так, транспортный вертолет. Какой он там. Тоже рабочее место пилотов. Реальное. Двигите голову написано. Погнали. Если опускается непроизвольно. Ручка, педали. Все работают.
И слева ручка шаг-газ тоже работает. Снаружи, что показал, что не показал, это уже послевоенные самолеты разных видов. Я в них, в общем-то, особо не разбираюсь. Здесь вертолеты, и продольные схемы, и классические схемы. Вот старый, из первых 40-х годов какой-то еще вертолет фирмы Bell, американская. Все, закончилась очередная карта памяти. Ставил последнюю на 64 гига. Ну ничего, если закончится, еще куплю. Время уже 10:52. 11 почти. Я все в музее отгулял 2 часа. Ну нормально. Интересный музей. Тем более бесплатно. Все, выбрался из города Каноя. Опять через сельскую местность. Сейчас немножко спуск. Потом еще вверх-вниз и морю. О, тут еще для славы байкера это целая выставка. У тебя и саке, и пиво, и всякое разное. Вот я уже его вижу. Вон он, вулкан Сакурадзима. Кто знает, как называется это дерево. Дерево это или вообще что за структура. Вид на вулкан уже поближе. А дорога пока туда. Возможно, получится рядом с ним проехать. Подножья. 200 метров туда, 200 метров сюда. Еще раз 200 метров выше, 200 метров ниже. Давно велосипедиста не круг. Решил я проехать там подножье вулкана. Вот туда и налево. И там переправиться на Кагосиму. Коротеньким маршрутом на пароме. Поближе.
Уже видны подробности. Так, здесь какая-то наблюдательная точка. Lava Observatory. Наверх идти. Тут сувениры продают. Ну, японцы предприимчивые. Баночки по 300 йен с напитками. Туалет на вулкане построили. Все. Ага, карта. Мы здесь. Там какое-то укрытие. 800 метров, 15-20 минут, да. Вулкан собственной персоной. Здесь отмечено, что отсюда видно. Это камень с монетками. О, сколько йен накидали. А еще здесь вон каски даже выдают. Если что-нибудь начнется, хватай каску, лопату и бежи в укрытие. Можно еще метлу с собой взять, чтобы быстрее лететь. Метла там тоже есть, совок. Ну, метла понятно, совок не знаю зачем. Лучше лопату. Погнали дальше. А здесь такое лавовое русло. Ну, оно не лавовое, конечно, но из вулканического песка. А вон он там дымит. Это для любителей заброшек. Заброшенный отель. Но он сильно заброшенный. Не просто заброшенный, а тут руины. Заброшки я люблю. Можно глянуть. О, а тут вообще... Лестница-то осталась. Идем дальше. На третьем этаже лужа из воды. Болгарка в ящике японская никому не надо. Но у нас это работать не будет. Она на 100 вольт рассчитана. На крышу можно подняться. Ну и отсюда видно вулкан. Даже туалеты сохранились японские с кнопками. Все как-то так. Тут еще вулкан Сакураджима. Он раньше был чисто на острове своем, как остров.
В результате вулканической активности там образовался перешеек. И вот теперь я смог доехать сюда на велосипеде. А иначе бы пришлось на лодке. О! Видали? Они тут с касками ходят. Симасен. Им каски выдают, чтобы вулканом в голову не попал. Там слева уже виден берег, тот берег пролива и город Кагосима. Так и есть. Сейчас проеду еще 5 километров до порта и переправлюсь туда. Сакуры растут, но они уже листья сбросили. Неко-сан десу, ня-ня на десу. Не понимают. Тоже выставочный центр относительно вулкана. Я ехал вот таким образом, он повернул сюда и вот сюда. Сейчас вон там я нахожусь. Вот. Сейчас я здесь и буду переправляться на тот берег в Кагосиму. А вон они в касках ходят, кстати. Я уже видел. Но они прямо у них все время не ходят, но с собой иметь полагается. В микроскоп можно посмотреть на песок. Я, конечно, не геолог, если я что-то в этом понимал. Это в 1779. Ага, вот, когда он был еще островом, здесь был пролив, а потом в 1914 образовался перешеек. Ну и теперь тут дорога, можно проехать, все это дело. Японцы, короче, постарались. А здесь еще даже какая-то ямогорной породы. Ай, не, геолог с меня так себе. Ну и тут магазинчик, сувенирчики продаются. Всякое разное. Можно вон камень купить за 300 йен. Ну, можно, у кого денег нет, тут может пойти и так взять. Вон их тут валяется сколько хочешь. Я уже взял. А здесь какие-то показатели геологические, вулканологические. Конечно, это для специалистов. Это в реальном времени, я так понимаю, оно здесь отображается. Здесь в реальном времени показывает состояние вулкана. Это сегодня 14 число. Как менялось что-то. Наверное, облако вулканических газов или пепла. А вон так оно было не так уж давно. Вот в течение года, может меньше, может больше, не помню уже. В интернетах показывали. Где-то даже камера есть, которая в Ютубе стримит постоянно. Ну, там вот такое было, да, я помню, смотрел. Количество извержений 34 в 2024 году, 78 эксплозив, взрывных извержений и просто извержений. Ага, вот что это значит. В общем, он такой весьма активный вулканчик. А вот он, собственно, вулкан. Никуда он не делся. Все еще дымит. А вон там уже порт. Пойду смотреть, узнавать, что как там с переправой вообще. Вон через хреновину заходишь, мужику платишь 410 йен за велосипед.
и дает билетик, и погнали. Прикольная посудина. Раз, два, три, четыре, 5 этажей. Пятипалубная. Мужик с горем пополам объяснил, что надо здесь подождать. Это уже, наверное, все. Они погрузились, и я уже в следующий рейс. Паром пошел. Тут уже целая очередь собралась на следующий рейс. Причем сюда меня загнал. Наверное, это будет вот здесь подходить. Вон какой-то еще паром стоит. А он возвращается, какой-то в эту сторону идет. Уже вижу. Так, подходит. Все. Четко. Умеют они. Я здесь обосновался. Торгового автомата. Вон туда. Вон там другой паром уже возвращается. С верхней палубы. А вон вулкан. Дымит. А вон там Кагосима. Город, столица префектуры. Почти с рабочего места капитана корабля наблюдать. 도쿄도시가 뭐지 하는 걸 다 배우시고 저기 어디든 다 배우시. А погоду-то, между прочим, завтра целый день дождь обещают. Что-то ночью начнется, часов в полночь, и до самого вечера. Ну, я посмотрю карту. Он везде, глобально, либо там как-нибудь можно куда-нибудь свинтить успеть. Так вот, уже свинтишь за эти пару часов. Что осталось? Ненька я по большим городам не ездил. Еще и трамваи ходят. Торговые городки, торговые улицы. Вообще, как в Токио где-нибудь. Центр города. Уже вечер, 23 часа. Я в Кагосиме. Проехал я сегодня, уже забыл сколько километров. Ай, ладно, неважно, потом запишу. Короче, немного. Ну, зато посмотрел музей и вулкан. Обещают дождь. Завтра целый день. И сегодня ночью. Так что окопался в парке. Поставил палатку. Вон там комбини через дорогу. Здесь парк спокойный, никаких бегунов не видно. Буду завтра тут жить. Велик накрыл чехлом. На бок положить, чтобы его не повалило ветром, если вдруг будет. Как-то так. Все. Спокойной ночи.